Всем привет! Мои подписчики и постоянные зрители знают, что я шью преимущественно вечером и ночью. Под моей дверью есть щель 1,5 сантиметра, и в других комнатах слышно швейную машинку, оверлок и мои монологи на камеру. Уже несколько лет собираюсь шить полезную вещь, вот наконец-то нашла время. Сегодня я буду шить шумоизоляцию для своей рабочей комнаты. Шить буду, как водится, из джинсовых лоскутов, коих опять накопилось немало. Можно шить и из других тканей, и не обязательно из лоскутов. Первым делом надо выкроить основу для полотна. Я взяла тонкий флизелин, так проще и быстрее делать сборку полотна. Метод называется быстрая сборка на флизелине. Размеры следующие. Длина X. Это ширина вашей двери плюс по 1 сантиметру с каждой стороны на припуске. Ширина – это толщина двери плюс по 21 сантиметру с каждой стороны. Можно сделать чуть больше, скажем, 23 или 25 добавить с каждой стороны, в зависимости от того, какого размера вы хотите иметь шумопоглощающие валики. Сейчас буду прикладывать лоскутки джинсовые в каком-то порядке, может быть даже хаотично. Затем приутюжу их и буду пришивать на машинке либо зигзагом, либо какой-либо декоративной строчкой. Использовать я буду вот такие нитки. Я уже заранее их подобрала. Это меланж. Не знаю, видно, не видно. Вот, может быть, на темном фоне видно. Ниточка меняет свой цвет постоянно. Хочу посмотреть, какой будет эффект от этих ниток.
Полотно готово. Припуски с двух сторон я заутюжила и застрочила на машинке. Теперь есть два варианта развития событий. Можно сюда по центру положить полоску любой ткани, подходящей по цвету вам. Затем завернуть с одной стороны, припуск загнуть, приложить и притачать. С этой стороны то же самое. Но я сделаю немножко по-другому. Вот здесь у меня есть припуск 1 сантиметр. Я эту линию стачивания воображаемую сейчас еще совмещаю вот с этой своей зеленой разметкой. То есть вот у меня идет наложение примерно 1 сантиметр. С этой стороны то же самое. И сюда сверху я наложу стропу вот таким образом. И притачаю ее с двух сторон. И она у меня будет скользить по полу стропа. Мне кажется, так будет лучше, крепче. Можете сделать так же точно, только вместо стропы тоже использовать какую-то полоску ткани. Ну или стропу. Ну стропа это у меня, она по ширине двери, поэтому подходит идеально. Вот что получается. Такие два туннеля сквозные. Теперь я их буду заполнять отходами текстильными. Вот у меня нитки от джинсели, обрезки синтепона, какие-то обрезки джинсовые маленькие совсем. Можно использовать лапшу для плавания из пененного полиэтилена. Ну, вы знаете мое отношение к пластику. Чем его меньше дома, тем лучше. Во-вторых, мне кажется, текстильные отходы будут поглощать шум, звук лучше, чем пластик. И в-третьих, опять же, бесплатный наполнитель. Вот, почти готово. Теперь можно было бы уже закончить. Так вот, просто сшить на руках, либо на машинке. Но мне не надо, лишь бы как-нибудь, да. Мне надо, чтобы было красиво. Поэтому я вырезала боковинки, такие кружочки 7,5 сантиметров диаметром. Вот так вот их сейчас туда вложу аккуратненько внутрь. И по краю пришью вручную. Вот что получается. Нужная в хозяйстве вещь вышла у меня практически из ничего. Обрезки снаружи, обрезки внутри. Отлично поглощает шум, я уже опробовала. А кроме того, это еще и отличная межкомнатная теплоизоляция. Можно использовать ткани, подходящие к интерьеру вашего жилья. Не обязательно использовать обрезки или джинсовую ткань. А в качестве наполнителя, кроме тех, что я назвала, можно и поролон использовать. Я довольна, одним словом. Сошью и для других комнат тоже такие валики. На этом я прощаюсь. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!